Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Balenciaga – один из самых заметных и провокационных брендов. Его ДНК – это постоянный вызов традициям, стирание границ между высоким фэшн-искусством и брутальной уличной эстетикой. Однако что-то вдруг изменилось. Не кардинально, конечно, но все же. На неделе моды в Париже Balenciaga представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026», название которой звучало просто и лаконично – «Стандарт». Неужели креативный директор Демна Гвасалия устал от громких противоречий и вот решил наконец-то уступить общим требованиям носибельности? Или это сложная шутка дизайнера, которую нам еще предстоит понять? Давайте, друзья, разбираться вместе. Первым делом скажу несколько слов о модной локации и общей атмосфере показа. Шоу началось с тишины. Не торжественной, а почти духовной. Париж, черный лабиринт со множеством входов, темное пространство, разделенное плотными черными шторами, где каждый зритель будто случайный свидетель в чужом сюрреалистическом сне. Места без строгой рассадки, никаких барьеров. Каждый из гостей был в первом ряду, каждый мог дотронуться до моды буквально, оказавшись в узких коридорах-подиумах напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Ждать начала шоу в этих тесных проходах было почти невыносимо. Полчаса предельной тишины и напряжения. Но именно в этой тишине и была модная поэзия Balenciaga. Она стала идеальным вступлением к показу коллекции, сдержанной, молчаливой, почти исповедальной. Открывали презентацию новой линейки костюмы двойки. Да, настоящая офисная одежда. Подобную, к примеру, можно увидеть в бухгалтерской фирме среднего звена. А первый образ вообще мог бы сойти за охранника шоу. Похоже, провокационное безумие, обитающее в характере бренда, явно свернуло с пути, заболело по дороге на фэшн-сцену и совершило аварийную посадку где-то в чужом ателье. Что это? Революционный показ или мы просто зашли в отдел готовой одежды в ближайшем торговом центре? Как-то все слишком нормально, что даже вызывает подозрения. Хотя нет, при более детальном просмотре замечаешь словно побитые молью, изрезанные бритвой, нарочито измятые далеко не идеальные вещи. Взяв старт с деловых вайбов, шоу далее наполнилось привычными для Демна цитатами с улиц, поочередно пропуская на подиум то ли городских сумасшедших, то ли глубоко, порой даже слишком глубоко, погруженных в моду людей. И мы уже видим, что дизайнер обыденную стандартную одежду превращает в гардероб из будущего, в котором наконец-таки рухнул искусственный интеллект. Но стиль остался. Иногда здесь все казалось просто, до предельности. Уютные свитеры, джинсовки оверсайз, тренчи и шерстяные пальто, трикотажные футболки с небрежно отрезанными рукавами. Но вот их сменяют завязанные на бедрах в узлы рубашки, перекрученные в непонятную конструкцию платья. Или яркая толстовка с капюшоном, больше похожая на одеяние монаха. Где последняя, к слову, результат творческого сотрудничества Balenciaga с брендом Puma. Так в коллекции появились спортивные костюмы, кроссовки, кожаные мотокуртки и стеганые на гусином пуху. А еще аксессуары в виде защитного шлема, перчаток и даже в форме олимпийских медалей. Во время показа модели проносились по подиуму в стремительной последовательности, порой задевая длинным краем своей одежды обувь гостей. Складывалось впечатление, будто дизайнер не хотел, чтобы зритель слишком долго всматривался в каждый наряд. Только миг и все. Финального выхода не было. Шоу просто исчезло, как туманная дымка, как призрак, прошелестев в роскошном черном макси-пуховике. Как отметил в комментариях Демна, шокировать легко. Труднее всего создавать стандарты. Эта коллекция не для всех. Тот самый момент, если знаешь, ты знаешь. Здесь простота оборачивается сложностью, ирония не кричит, лишь только шепчет, а каждый из нас увидит свою правду, свой стандарт. Приятного просмотра, друзья! Спасибо огромнейшее всем за лайки и комментарии. Не бойтесь оказаться в темном лабиринте модных идей Balenciaga. Найти правильный выход у вас точно получится. Удачи, хорошего дня, смотрите на современную моду с доброй улыбкой и в позитивном, солнечном настроении.